Добрый день. Сегодня мы поговорим об эмпатии, способности чувствовать то, что чувствуют другие, о том, как этот механизм работает, какие у него есть практические применения в дизайне и как его можно использовать в ваших проектах. Начну с ситуации, которую вы наверняка переживали. Вы смотрите фильм, на экране персонаж, которого вы успели полюбить, узнает о смерти близкого человека. Его лицо искажается горем, и вы чувствуете, как что-то сжимается в груди. Горло перехватывает, может быть, на глазах выступают слезы, но... Подождите, вы сидите в кресле, в вашей жизни никто не умер, человек на экране – актер, его персонаж – выдумка. Почему ваше тело реагирует так, будто горе реально? Это и есть эмпатия в действии. Механизм настолько автоматический, что обойти его сознательным усилием почти невозможно. И это делает эмпатию мощнейшим инструментом для всех, кто работает с людьми, от учителей до геймдизайнеров. Эмпатия – слово, которое используется часто и не всегда точно. Давайте разберем терминологию. Симпатия – это положительное отношение к кому-то. Мне симпатичен этот человек. Для симпатии не нужно чувствовать то, что чувствует другой. Сострадание – это желание помочь тому, кто страдает. Сострадание мотивирует действие, но не требует разделять чужое состояние. Эмпатия – это именно разделение, буквально проживание эмоций другого как своих собственных. Тебе больно, и мне больно. Ты радуешься, и я чувствую отголосок радости. Не потому, что я решил так чувствовать, потому что так работает мой мозг. Психолог Саймон Барон-Коуэн выделяет два компонента – распознавание «я вижу, что тебе грустно» и отклик «и сам чувствую грусть». Это важное различие, к которому мы вернемся. Сегодня мы разберем механизмы эмпатии, посмотрим на научные данные и, главное, обсудим практические применения, как использовать эмпатию в дизайне игр и сопутствующих дисциплинах. Исследователи разделяют два типа эмпатии, которые работают по-разному и задействуют разные структуры мозга. Первый тип – когнитивная эмпатия, или perspective taking. Это способность понять, что чувствует другой человек. Не почувствовать самому, а понять. Интеллектуально, аналитически. Когнитивная эмпатия тесно связана с теорией разума – theory of mind. Это способность построить модель чужого ментального состояния. Он сейчас злится, потому что думает, что его обманули. Она тревожится, потому что не знает, чем закончится встреча. В психологии развития работы Элисон, Гопник и Генри Веллмана показали, дети начинают демонстрировать когнитивную эмпатию примерно к 4-5 годам, когда проходят тест ложных убеждений, понимают, что другой человек может знать не то же, что они. Когнитивная эмпатия требует усилия и внимания. Нужно наблюдать за человеком, анализировать контекст, делать выводы. Это навык, который можно тренировать, что важно для любой профессии, где нужно понимать людей, для геймдизайнеров, преподавателей, менеджеров, переговорщиков. Второй тип – это аффективная эмпатия или эмоциональное заражение. Это автоматическое разделение чужих эмоций, не понимание, а проживание. Когда вы видите, как кто-то порезался и морщитесь, чувствуя отголосок боли, это аффективная эмпатия. Когда младенец в комнате начинает плакать, и другие младенцы тоже начинают плакать, это аффективная эмпатия в примитивной форме. Нейробиолог Таня Сингер из Института Макса Планка провела серию экспериментов с МРТ. Когда человек испытывает боль, активируются определенные зоны мозга – передняя островковая доля и передняя поясная кора. Когда человек видит, как боль испытывает кто-то другой, активируются частично те же самые зоны. Мозг буквально симулирует чужое переживание. В работе 2004 года в Science Сингер с коллегами показала, интенсивность эмпатической реакции коррелирует с субъективной оценкой собственной эмпатичности и с точностью оценки чужой боли. То есть механизм не просто существует, он измерим и предсказуем. Аффективная эмпатия работает быстро и автоматически. Вы не решаете почувствовать, вы просто чувствуете. Механизм срабатывает до того, как сознание успевает вмешаться.
Оба типа эмпатии нужны, и они дополняют друг друга. Понимание баланса между ними критически важно для практики. Только когнитивная эмпатия без аффективной – это понимание без отклика. Вы знаете, что человеку плохо, но вас это не трогает. В клинической психологии это описывает профиль психопатии – отличное чтение эмоций без эмоционального резонанса. Только аффективная эмпатия без когнитивной – это эмоциональное заражение без понимания. Вы чувствуете то же, что и другой, но не понимаете почему и не можете адекватно отреагировать. Это путь к эмпатическому дистрессу, о котором мы поговорим позже. Психолог Марк Дэвис разработал индекс межличностной реактивности – стандартный инструмент для измерения эмпатии. Он включает 4 шкалы – Perspective Taking – когнитивная, Empathic Concern – сострадательный отклик, Fantasy – эмпатия к вымышленным персонажам и Personal Distress – склонность к эмпатическому перегрузу. Для геймдизайнеров особенно интересна шкала Fantasy. Она показывает индивидуальные различия в способности эмпатизировать с персонажами книг, фильмов и игр. Люди с высоким фэнтези-баллом – ваша самая благодарная аудитория для нарративных игр. В 90-х годах итальянский нейробиолог Джакомо Риццолатти и его коллеги из Пармского университета сделали открытие, которое породило волну энтузиазма и последующего скептицизма. Они изучали моторную кору макак и обнаружили нейроны, которые активировались и когда обезьяна выполняла действие, например, хватала орех, и когда она видела, как то же действие выполняет другая обезьяна или экспериментатор. Эти нейроны назвали зеркальными. Оригинальная статья в Brain 1996 года стала одной из самых цитируемых в нейронауке. Популярная пресса подхватила это с энтузиазмом. Зеркальные нейроны объявили нейронами эмпатии, основой человечности, ключом к пониманию аутизма. Реальность оказалась сложнее. Метаанализ Грегори Хикока 2009 года показал, связь между зеркальными нейронами и эмпатией непрямая. Зеркальная система в основном связана с моторным обучением и пониманием действий, а не эмоций. Я рассказываю это, чтобы вы знали историю и могли критически оценивать упрощенные нейрообъяснения в популярных источниках. Современное понимание нейронауки эмпатии сложнее и интереснее, чем история про зеркальные нейроны. Работы Жана де Сетти из Чикагского университета и Тани Сингер показали, эмпатия задействует распределенную сеть областей мозга. Для эффективной эмпатии критичны передняя островковая доля и передняя поясная кора. Это области, связанные с интероцепцией, ощущением собственного тела и с переживанием эмоций и боли. Для когнитивной эмпатии важны медиальная префронтальная кора и височно-теменное соединение. Это области, связанные с теорией разума, размышлением о ментальных состояниях других. Важный вывод из работы де Сетти 2011 года – эти сети частично пересекаются, но не идентичны. Повреждение одних областей может нарушить аффективную эмпатию, сохранив когнитивную, и наоборот. Для практиков это означает, когнитивную и аффективную эмпатию можно тренировать относительно независимо. Медитация осознанности влияет больше на аффективную компоненту, тренинг Perspective Taking – на когнитивную. Откуда взялась эмпатия? Эволюционная перспектива помогает понять и возможности, и ограничения этого механизма. Приматолог Франц де Вааль из университета Эмори провел десятилетия, изучая эмпатию у животных. Его книга «Эпоха эмпатии» суммирует эти исследования. Де Вааль показал, эмпатия – не уникальное человеческое изобретение. Шимпанзе утешают друг друга после конфликтов, обнимают, гладят, сидят рядом. Они делают это избирательно, чаще с теми, с кем у них хорошие отношения. Эксперименты Индираны Бен-Ами Барталь с крысами показали, грызуны освобождают запертых сородичей, даже если для этого нужно отказаться от шоколада. Контрольные эксперименты подтвердили, это не просто социальный интерес, а именно отклик на дистресс другого. Де Вааль предлагает модель русской матрешки. Эмпатия эволюционировала от простого эмоционального заражения у древних млекопитающих через сочувственный отклик у социальных видов к полноценной когнитивной эмпатии у человекообразных обезьян и людей.
Практический вывод. Базовые механизмы эмпатии очень древние и очень автоматические. Их нельзя просто выключить по желанию. Зачем эволюция создала эмпатию? Какие проблемы она решает? Первая функция – материнская забота. Млекопитающие выкармливают детенышей, которые рождаются беспомощными. Мать должна откликаться на потребности детеныша – голод, холод, страх. Для этого нужен механизм распознавания и отклика на чужой дистресс. Вторая функция – социальная координация. Исследования Робина Данбара показали, размер социальной группы у приматов коррелирует с размером неокортекса. Для жизни в сложных группах нужно понимать и предсказывать поведение других. Эмпатия – часть этого социального интеллекта. Третья функция – рецепрокный альтруизм. Работы Роберта Триверса объясняют, взаимопомощь выгодна, если вы можете отслеживать, кто помогал вам, и помогать в ответ. Эмпатия создает мотивацию помогать, а когнитивная компонента помогает отслеживать репутацию. Четвертая функция – обучение через наблюдение. Работы Альберта Бандуры по социальному научению показали, мы учимся, наблюдая за другими и их эмоциональными реакциями. Если кто-то обжегся и показал боль, я учусь избегать огня, не обжигаясь сам. Все эти функции напрямую релевантны для дизайна. У эмпатии есть границы. Понимание этих границ критически важно для практического применения. Первая граница – круг эмпатии. Мы не испытываем эмпатию ко всем одинаково. Есть свои и чужие. Нейровизуализационные исследования Сяоин Сю показали, эмпатические реакции мозга различаются в зависимости от того, принадлежит ли страдающий к своим или чужим. Это не сознательное решение, это автоматическая настройка системы. В экспериментах Мины Чикара люди показывали меньше эмпатии даже к членам конкурирующей спортивной команды, то есть группа может быть совершенно произвольной. Эволюционно это имело смысл. Наши предки жили в группах по 50-150 человек, ресурсы эмпатии ограничены, эмпатия ко всем подряд была бы непрактична. Но для современного мира и для дизайна это важное ограничение. Игроки будут автоматически больше эмпатизировать с персонажами, которых воспринимают как своих. Раса, пол, культура персонажа влияют на силу эмпатической связи. Хорошая новость – круг можно расширять, к этому мы сейчас перейдем. Круг эмпатии не фиксирован. Исследования показывают конкретные механизмы его расширения. Первый механизм – контактная гипотеза Гордона Олпорта. Люди, которые лично взаимодействуют с представителями другой группы в равном статусе, демонстрируют меньше предубеждений и больше эмпатии. Мета-анализ Томаса Петтигрю 2006 года на данных более 500 исследований подтвердил эффект робастный и воспроизводимый. Второй механизм – нарративный транспорт. Исследования Мелани Грин показали, когда человек погружается в историю, он временно принимает перспективу персонажа. Это снижает психологическую дистанцию и увеличивает эмпатию к группе, которую персонаж представляет. Третий механизм – Perspective Taking Instructions. Работы Адама Галински показали, даже простая инструкция «представьте, что чувствует этот человек» увеличивает эмпатию и снижает стереотипизацию. Для геймдизайна это прямое руководство к действию. Игры могут создавать контакт, пусть и виртуальный, погружать в нарратив и напрямую требовать принятия перспективы персонажа. Все три механизма расширения круга в вашем арсенале. Вторая граница – эмпатическое истощение. Это критически важно для всех, кто проектирует эмоциональный опыт. Когда человек слишком часто и интенсивно переживает чужие страдания, наступает эмпатический дистресс или, в крайней форме, вторичная травматизация. Защитный механизм отключает эмпатию, чтобы сохранить психику. Исследования Чарльза Фигли показали, это профессиональная проблема врачей, медсестер, психотерапевтов и социальных работников. До 40% работников помогающих профессий испытывают симптомы эмпатического выгорания. Таня Сингер сделала важное открытие. Эмпатический дистресс и сострадание – разные состояния с разными нейронными коррелятами. Эмпатический дистресс «мне больно, потому что тебе больно» истощает. Сострадание «я вижу твою боль и хочу помочь» восстанавливает.
Тренинги сострадания, основанные на буддийских практиках метты, увеличивают просоциальное поведение без выгорания. Работы Сингер 2014 года показали, даже короткий тренинг меняет паттерны активации мозга в сторону сострадания. Для дизайна. Если ваш проект — это бесконечный поток страданий, игроки отключатся. Нужны паузы, моменты восстановления, возможность действия, а не только пассивного переживания. Перейдем к прикладным областям, начнем с педагогики, потому что образовательный дизайн и геймдизайн имеют много общего. Исследования Роберта Пианты и его коллег показали, эмпатия учителя – один из сильнейших предикторов академических успехов учеников. Дети учатся лучше у учителей, которые понимают их эмоциональное состояние. Почему это работает? Несколько механизмов. Первый – регуляция стресса. Работы Мэри Эйнсворт по привязанности показали, безопасная связь со взрослым снижает кортизол и улучшает когнитивные функции. Эмпатичный учитель создает безопасную среду. Второй – мотивация. Теория самодетерминации Деси и Райана включает потребность в связанности. Когда учитель эмпатизирует с учеником, тот чувствует связь, и внутренняя мотивация растет. Третий – моделирование. Дети учатся эмпатии, наблюдая за эмпатичными взрослыми. Программа Ruler из Ельского университета использует этот принцип. Учителей тренируют распознавать и называть эмоции, что улучшает эмоциональную грамотность всего класса. Для геймдизайна. Ваша игра может быть эмпатичным учителем, создавать безопасную среду, поддерживать связанность, моделировать эмоциональную компетентность. Отдельная тема – роль эмпатии в обратной связи и отношении к ошибкам. Это напрямую касается игрового дизайна. Исследования Кэрол Дуэк по установкам на данность и рост показали, как мы реагируем на ошибки ученика, определяет, будет ли он учиться дальше. Эмпатичная обратная связь помогает сохранить мотивацию. Работы Дэвида Йегера показали мудрая критика, которая одновременно высока в требованиях и высока в заботе, наиболее эффективна. Фраза «я даю эту обратную связь, потому что верю в твой потенциал» значительно улучшает принятие критики. В играх это критически важно, как игра реагирует на проигрыш игрока. «You died» в Dark Souls — это не эмпатичная обратная связь, но она работает, потому что игра последовательна и уважительна. Она не насмехается, не наказывает чрезмерно, дает четкую информацию о причине смерти. Celeste идет дальше. Игра активно поддерживает игрока через загрузочные экраны с мотивирующими сообщениями, опцию Assist Mode и нарратив о принятии себя и своих ошибок. Принцип. Игра может требовать многого от игрока, но требование должно сочетаться с эмпатией к его опыту. Теперь менеджмент. Это может показаться далеким от геймдизайна, но на самом деле вы постоянно управляете вниманием и мотивацией игрока. Исследования в области организационной психологии показывают, эмпатичное лидерство коррелирует с продуктивностью команды, инновационностью и удержанием сотрудников. Работы Дэниела Голмана по эмоциональному интеллекту выделяют эмпатию как один из 5 ключевых компонентов. Мета-анализ показал, эмоциональный интеллект лидера предсказывает эффективность команды лучше, чем его IQ. Но здесь есть нюанс. Исследования Адама Гранта показали, избыточная эффективная эмпатия лидера может вредить. Лидер, который слишком сильно заражается стрессом команды, принимает худшие решения. Оптимальный профиль – высокая когнитивная эмпатия, понимание, что вы чувствуете, умеренная, аффективная, отзываюсь, но не тону в этом, высокое сострадание, хочу помочь и действую. Для геймдизайна та же логика. Игра должна понимать игрока, когнитивная эмпатия через хороший UX и читаемую обратную связь, должна откликаться на его состояние, динамическая сложность, моменты отдыха, но не должна потакать каждому его желанию, иначе исчезнет челлендж. Перейдем к дизайн-мышлению. Это методология, которая ставит эмпатию в центр процесса. Дизайн мышления от Stanford Design School начинается с фазы empathize, глубокого понимания пользователя, не через опросы и фокус-группы, а через наблюдение, интервью, погружение в контекст. IDEO, пионеры дизайн-мышления, используют методы shadowing, следование за пользователем, empathy maps, карты эмпатии, journey maps,
карты пути. Все они направлены на то, чтобы дизайнер почувствовал, каково быть пользователем. Исследования показывают, дизайнеры, которые проводят время с реальными пользователями, создают более успешные продукты. Это не магия, это когнитивная эмпатия в действии. Для геймдизайна плейтест — это ваш инструмент эмпатии. Но важно не просто собирать метрики, важно наблюдать за игроками. Где они застревают, где радуются, где скучают, где фрустрируются. Джесси Шелл в Art of Game Design говорит о lens of empathy, линзе эмпатии. Каждое дизайнерское решение нужно пропускать через вопрос, что почувствует игрок. Это не значит делать игры мягкими, это значит понимать, какой опыт вы создаете, включая намеренный дискомфорт. Теперь непосредственно об игре. В последние годы появился термин «empathy games» – игры, явно направленные на создание эмпатического опыта. Давайте посмотрим на конкретные примеры и механизмы. Papers, Please Лукаса Поупа использует механику дилемма. Вы пограничник, который должен решать судьбы людей. Эмпатия возникает из конфликта между правилами системы и человеческими историями. The Dragon Cancer – автобиографическая игра о потере ребенка. Здесь эмпатия создается через witnessing – свидетельствование чужого опыта без возможности его изменить. Hellblade: Senua's Sacrifice создает эмпатию к опыту психоза через sensory simulation – голоса в наушниках, искажение восприятия. Исследования Мэтью Граззини показали, игроки Empathy Games демонстрируют повышенную эмпатию к соответствующим группам после игры. Эффект измерим и статистически значим. Но важно понимать, эффект не автоматический. Просто добавить серьезную тему недостаточно, работают конкретные дизайнерские решения. Agency в моральных дилеммах, sensory immersion, нарративное погружение. Но для эмпатического эффекта не нужна специальная игра об эмпатии. Любая игра с perspective taking создает такую возможность. Исследования Табиты Прибыльски и Брэда Бушмана показали, игроки, которые играли за персонажей другой расы, демонстрировали меньше имплицитных предубеждений в тестах IAT после игры. Механизм тот же, что работает в контактной гипотезе. Виртуальный контакт не равен реальному, но он активирует схожие нейронные пути. Работы Джереми Байленсона в Stanford Virtual Human Interaction Lab показали, VR особенно эффективен для эмпатии. Эксперимент Becoming Homeless, где участники переживали потерю жилья в VR, увеличивали поддержку программ помощи бездомным даже через месяц после опыта. Важный нюанс из исследований. Perspective taking работает лучше, когда игрок принимает активные решения, а не просто наблюдает. Agency усиливает эмпатический эффект. Еще один нюанс. Эффект сильнее, когда персонаж индивидуализирован, а не типизирован. Конкретная история одного человека создает больше эмпатии, чем абстрактное представительство группы. Интересный феномен. Люди испытывают эмпатию к NPC и даже к простым ботам. Почему? Исследования Клиффорда Насса из Стэнфорд показали, люди применяют социальные нормы к компьютерам, даже зная, что это машины. Мы автоматически атрибутируем намерения и эмоции чему угодно, что хотя бы отдаленно ведет себя как живое. Работы Кейт Дарлинг с роботами показали, люди отказываются бить робота, который выглядит живым и издает звуки боли, даже понимая, что это просто механизм. В играх этот эффект мощный. Исследования показывают, игроки чувствуют вину, причиняя вред NPC, привязываются к компаньонам, горюют при их гибели. Привязанность к Элли в The Last of Us, к Клементине в The Walking Dead – это реальные эмоции. Механизм эмпатии реагирует на признаки разумности и эмоциональности, независимо от их подлинности. С развитием искусственного интеллекта это становится еще важнее. ChatGPT, Claude и подобные системы триггерят эмпатический отклик у пользователей. Дизайнеры должны понимать, вы работаете с реальными эмоциями, даже если объект этих эмоций — код. Настольные ролевые игры, возможно, самый мощный инструмент для развития эмпатии, который у нас есть, и этому есть научные подтверждения. Исследования Сары Боуман из Ball State University показали, игроки в настольные ролевые игры демонстрируют более высокие баллы по шкалам эмпатии, чем контрольные группы.
Корреляция не доказывает причинность. Возможно, эмпатичные люди больше привлекаются к настольным ролевым играм, но лонгитюдные данные показывают и развитие эмпатии через игру. Почему настольные ролевые игры так эффективны? Первое. Систематическая практика perspective taking. Каждый раз, когда вы решаете, что сделает ваш персонаж, вы выходите из своей головы и входите в его. Второе. Bleed. Феномен, когда эмоции персонажа просачиваются в игрока. Это аффективная эмпатия в действии. Третье. Социальное зеркало. Вы видите, как другие игроки отыгрывают эмоции своих персонажей. Это тренирует распознавание и резонанс. Четвертое. Безопасное пространство. Можно исследовать сложные эмоции без реальных последствий. Терапевтический потенциал настольных ролевых игр активно изучается. Работы Хосе Загала и других показывают эффективность. Как гейммастеру или дизайнеру систем создавать условия для эмпатического опыта? Первое. Неигровые персонажи с понятными, но непростыми мотивами. Исследования нарратива показывают эмпатию выше к персонажам, чьи мотивы мы понимаем, даже если не одобряем. Злодей с историей вызывает больше интереса, чем картонное зло. Второе – моральные дилеммы без очевидного правильного ответа. Работы Джошуа Грина по моральной психологии показывают сложные дилеммы, активируют эмпатические сети сильнее, чем простые. Третье – последствия решений, которые видно. Если игрок решил помочь одной фракции, покажите, как это повлияло на другую. Конкретные последствия для конкретных персонажей. Четвертое – инструменты управления интенсивностью. X-Card, линии завесы, чек-ины во время и после сессий – это не только безопасность, это инструменты управления эмпатической нагрузкой. Пятое – время на рефлексию. Дебрифинг после эмоционально насыщенных сцен, возможность обсудить, что персонажи и игроки чувствовали, это превращает эмоциональный опыт в осознанное обучение. Давайте соберем практические принципы дизайна для эмпатии. Принцип первый – индивидуализация. Один конкретный персонаж с именем, историей, деталями создает больше эмпатии, чем абстрактная группа. Это подтверждено исследованиями Пола Словика о psychic numbing. Мы хуже реагируем на статистику, чем на единичный случай. Принцип второй – agency. Когда игрок принимает решение за персонажа или влияющие на персонажа, эмпатическая связь усиливается. Пассивное наблюдение работает слабее. Принцип третий – последствия. Показывайте, как решения влияют на персонажей не через текст, через изменение поведения, реплики, visual feedback. Принцип четвертый – пространство для проекции. Не прописывайте все. Оставляйте место, где игрок может вложить свое понимание персонажа. Исследования показывают, частично определенные персонажи вызывают больше эмпатии, чем полностью детализированные. Принцип пятый – уважение к отключению. Некоторые игроки намеренно дистанцируются от эмоционального контента. Это защитный механизм, и он имеет право на существование. Не форсируйте эмоциональную вовлеченность. Давайте соберем ключевые идеи лекции. Эмпатия – это способность разделять эмоциональное состояние других. Она бывает когнитивной – понимание, и аффективной – проживание. Обе важны, и их баланс определяет качество отклика. Нейробиологическая эмпатия задействует распределенные сети мозга. Когнитивная и аффективная эмпатия имеют разные нейронные субстраты и могут тренироваться относительно независимо. Эволюционно эмпатия возникла для координации социальной жизни, от материнской заботы до рецепрокного альтруизма. Ее механизмы древние и автоматические. У эмпатии есть границы, круг своих, истощение при перегрузке, но эти границы можно расширять через контакт, нарратив и perspective taking. Эмпатия критически важна в педагогике, менеджменте и дизайне. Во всех этих областях накоплены исследования и практические методы, применимые к геймдизайну. Игры – мощный инструмент эмпатии благодаря agency, perspective taking и иммерсии. Настольные ролевые игры особенно эффективны как тренажер эмпатии. Понимание этих механизмов позволяет создавать более глубокий, значимый опыт для игроков. В завершении о том, что можно унести с этой лекции в свою практику.
Если вы геймдизайнер, у вас есть инструменты, которых нет в других медиа. Agency, интерактивность, персонализация опыта. Используйте их для создания эмпатических связей между игроком и персонажами. Если вы гейммастер, каждая ваша сессия — это лаборатория эмпатии. Создавайте NPC, которых хочется понять. Предлагайте дилеммы, которые заставляют принимать перспективу другого. Давайте пространство для эмоционального опыта и инструменты для его интеграции. Если вы игрок, осознанное отношение к эмпатическому опыту в играх делает его богаче. Обращайте внимание на моменты, когда вы чувствуете что-то за персонажа. Это не просто игра. Это реальная тренировка вашей способности понимать других. Эмпатия — навык. Как любой навык, она развивается с практикой, а игры — одна из лучших практик, которые у нас есть.